Завтрак императора с напитком фараонов. Что может быть лучше для орхидей? А вы знаете, из цветов какого растения можно приготовить такое снадобье для орхидей? Напиток фараонов поможет вашим орхидеям цвести долго, пышно и разветвленно и выманит уйму мощных и красивых корней. 2 пирога пара. Как цвели морковные и клубничные пироги с напитком фараонов и без него. Исследования продолжаются на канале «Классика орхидейного жанра». Привет, друзья! В этом выпуске мы приготовим с вами напиток фараонов для орхидей из сухого покупного сырья, доступного в любом супермаркете мира. Мы разберемся, как правильно применять это снадобье на орхидеях, что делать нужно, а чего делать абсолютно не нужно. Но сначала я познакомлю вас с 2 историями развития 2 орхидей героев сегодняшнего видео, 2 пирогов – морковного пирога и клубничного пирога. Разные истории жизни орхидей, можно сказать, разные судьбы. Разные посадки, а результат один. Итак, сегодня мы сравниваем, анализируем и делаем выводы. Но если вы торопитесь и вам нужен только рецепт напитка фараонов, в описании под видео и в первый закрепленный комментарий под ним я добавлю тайм-коды или временные коды для быстрой навигации по видео. Нажав на синие цифры тайм-кода, вы мгновенно будете перенаправлены к той части видео, которая вам интересна. Ну а для тех, кто никуда не торопится, я, как всегда, начну свое повествование подробно и обо всем по порядку. Первым из 2 героев сегодняшнего рассказа в моей коллекции появился Phalaenopsis Carrot Cake или морковный пирог. Было это уже в бытность работы канала «Классика орхидейного жанра» осенью 2021 года. Этот фаленопсис был куплен для меня зрительницей нашего канала в строительном магазине французского происхождения. Именно на примере этого фаленопсиса я разработала первую инструкцию по применению. Купили орхидею? Что дальше? В этой видеоинструкции я очень подробно и досконально показываю все действия, которые нужно произвести новичку сразу после покупки орхидеи. Как и для чего проделать вентиляционное отверстие в горшке с орхидеей, когда орхидея в этот горшок посажена. Я рассказываю, как поливать орхидею сразу после покупки и знакомлю зрителей с понятием микрополив. Показываю, как закрепить орхидею в посадке, если растение болтается в горшке, а пересаживать орхидею в зимний период абсолютно не время. И если вы новичок, если вы не так давно попали на канал «Классика орхидейного жанра», я очень рекомендую вам изучить это видео. Ссылка на это видео и на все остальные, которые я буду упоминать в этом ролике, в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним. Этот фаленопсис, как и несколько других экспериментальных, я решила не пересаживать, то есть оставить его в покупной посадке и в покупном субстрате. Ведь принято считать, что торфяной стакан – этакая водоудерживающая губка, расположенная под основанием фаленопсиса, грозит и чревата его гибелью. Так ли это и определяет ли субстрат и посадка фаленопсиса его дальнейшее развитие? Именно на примере этого фаленопсиса я показывала вам, как быстро и качественно выманить корни от основания фаленопсиса и получить первый домашний цветонос. После появления первого домашнего цветоноса морковный пирог исчез с моих YouTube-радаров, и зрители интересуются, как узнать его дальнейшую судьбу. Сегодня я выполню просьбу зрителей и покажу вам сразу несколько цветений этого великолепного растения. Первое цветение любой орхидеи в моих домашних условиях всегда ознакомительное или приветственное.
Я наблюдаю и анализирую, как зацветет орхидея без любых помощников. Иными словами, в первый раз орхидея зацветает в моих домашних условиях исключительно на воде. Я анализирую потенциал растения по его первому цветению и прикидываю его дальнейшие возможности. Первое цветение фаленопсиса морковный пирог или carrot cake случилось через полгода после покупки, летом 2022 года. Даже для первого домашнего это цветение было очень скудным. Правда, стоит отметить, что одно ответвление от цветоноса я сломала. Тем не менее, цветение на 7, 8 и даже 9 цветов для здорового и взрослого растения – это совершенно не то, на что способен фаленопсис. Именно в это время я начала активно использовать напиток фараонов для удвоения и утроения количества цветоносов при цветении фаленопсисов. И уже на тот момент я приняла решение применить напиток фараонов для увеличения пышности цветения фаленопсиса морковный пирог в следующем цветении. Для тех, кто не знаком с этим сортом, нужно отметить, что фаленопсис относится к долгоцветущим, то есть способен держать свои цветы полгода и более. Именно в таком ярком и цветущем виде фаленопсис морковный пирог встретил свою пару в сентябре прошлого года – фаленопсис клубничный пирог. У этого фаленопсиса и вовсе интересная судьба. Он был приобретен в Москве, затем разонравился владелице и был передан другой любительнице орхидей в городе Санкт-Петербург. Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге фаленопсис не цвел, и вторая владелица решила передать его мне. Так, преодолев 11 тысяч километров из Европы в Азию, из Санкт-Петербурга во Владивосток, прибыл клубничный пирог ко мне домой. Для того, чтобы сократить расходы по доставке, нами было принято решение транспортировать орхидеи с открытой корневой системой, то есть без субстрата. Голая корневая система фаленопсиса была вставлена в пустой транспортировочный горшок и надежно закреплена в нем с помощью бумаги. К каждой присланной орхидее прилагался образец субстрата, в котором орхидея привыкла расти, и даже бирка с названием. Strawberry cake, что в переводе означает клубничный пирог или в иных трактовках торт. Я посадила фаленопсис в свою классическую посадку на фитиль. В качестве субстрата использовала компоненты, которые всегда использую в своих классических посадках. Основным компонентом субстрата является кора хвойных пород деревьев, к ней добавляется резанный мох и кремневит. Такие выверенные посадки, организованный уход и условия, соответствующие физиологии орхидей, дают очень быстрые и качественные результаты. Этими результатами я поделилась со зрителями в отдельном видео. Супер результат за 21 день. Результат всего за 3 недели пребывания в моих домашних условиях. В последних числах сентября прошлого года у орхидеи активировался корневой рост отовсюду, начал расти новый лист и появился первый домашний цветонос. Как такое может быть, спросите вы? Орхидея пожила в Москве, в Санкт-Петербурге и только приехав во Владивосток, решила зацвести. Если все пазухи листьев фаленопсиса заняты корнями, откуда будет расти цветонос? Иногда спрашиваете вы меня в комментариях. Поверьте, если орхидеи зацвести, если внутри организма орхидеи уже активировался гормон цветения, она найдет, откуда это сделать. Практически из одного места может вырасти несколько корней и цветонос в придачу. Цветоносы разных сортов фаленопсисов вызревают и вырастают за разный промежуток времени. Одним на это требуется 2 месяца, некоторые растят цветонос до полугода. Сейчас я вам показываю меристему или меристемную почку на цветоносе фаленопсиса Strawberry cake.
Именно эти почки, именно меристемы нужно активировать с помощью водных процедур для пышного и разветвленного цветения фаленопсисов. Этот метод я сотни раз показывала вам в своих видео на канале. Метод основан на запуске С3 пути фотосинтеза в дневное время у фаленопсисов. И если вы ничего не знаете о факультативном пути выбора фотосинтеза у фаленопсиса, изучите соответствующее видео на канале. Помимо листовых пластин, обязательному опрыскиванию подлежат цветоносы и меристемы на этих цветоносах. Регулярное опрыскивание очищенной или даже кипяченой водой уже дадут превосходные результаты. Цветоносы орхидей разветвятся, а количество цветов увеличится в разы. Вот таким четырехглавым сформировался цветонос фаленопсиса Strawberry Cake в результате опрыскиваний простой кипяченой водой. Полное формирование такого пышного и разветвленного цветоноса у фаленопсиса Strawberry Cake заняло ровно 3,5 месяца с момента появления цветоноса и до момента распуска первого цветка. Первый цветок первого домашнего цветения распускался очень долго, около 4 дней, чем невероятно меня удивил. Этот цветок мне чем-то напомнил бабушку в чепчике. Далее процесс пошел куда более интенсивно. Тем не менее, весь процесс распуска всех ответвлений занял у фаленопсиса ровно месяц. И к концу февраля этого года клубничный пирог стал вот таким, многослойным. И вот именно после этого первого полного распуска я решила провести эксперимент по продлению цветения фаленопсиса и увеличению его пышности. Что будет, если цветонос и все ответвления на нем еще дорастят бутоны? Короткими зимними днями и длинными зимними вечерами мы грезим о чем-то теплом, летнем и фруктовом. Самым лучшим помощником для орхидей в зимний период, когда за окном ничего природно-зеленого в северном полушарии не растет, станет напиток фараонов. Именно так называется напиток из цветов гибискуса в Египте, где этот напиток является национальным. Напиток фараонов имеет множество названий и эпитетов. Его называют каркаде, красный чай, кандагар, суданская роза, китайская роза, красная роза, красный щавель, окра, кинаф, роза Шарон, мальва Венеции. В арабских странах каркаде получил широкое применение в медицине и считается лекарством от всех болезней. Вещества, придающие растению красный цвет, антоцианы, обладают П-витаминной активностью. Они укрепляют стенки сосудов и регулируют их проницаемость. Напиток из гибискуса содержит антиоксиданты и полный спектр витаминов и органических кислот. В состав каркаде входят бета-каротин, флавоноиды, антоцианы, пектины, все витамины группы В, ПП, С, калий, натрий, фосфор, железо, марганец, селен, магний и кальций. Все части гибискуса съедобны, но для приготовления напитка используются только темно-красные лепестки, чашечки и подчашия, называемые розанчиками. Но для того, чтобы приготовить этот воистину восхитительный напиток фараонов, совершенно не обязательно лететь в арабские страны. Достаточно зайти в ближайший супермаркет. Если, конечно, гибискус не растет у вас дома. С помощью фруктового чая каркаде вы сможете приготовить настоящий императорский завтрак для орхидей. Для приготовления напитка фараонов вам потребуется всего 1 чайная ложка сухого сырья. В приготовлении этого напитка вам не придется ориентироваться на пропорции.
Вам достаточно будет найти правильный цвет. Заливаем 1 чайную ложку сухих цветов гибискуса горячей, но не кипящей водой. В течение 5 минут напиток приобретает очень красивый красно-розовый цвет. Насыщенность и интенсивность цвета зависит от исходного сырья и может быть абсолютно разной. Обратите внимание, напиток фараонов вот такой интенсивности пригоден только для человека. Для орхидей это слишком большая концентрация напитка. И если у вас получился излишне концентрированный напиток, его нужно разбавить холодной кипяченой водой. Готовый к применению на орхидеях напиток должен быть едва розового цвета. Вот такого цвета, который вы сейчас видите на своих экранах. Заливаем напиток фараонов в пульверизатор, и настой готов к применению. Как и любой другой настой, я рекомендую применять напиток фараонов исключительно для опрыскивания орхидей по листве. Как часто это следует делать, спрашиваете вы в комментариях. Никаких ограничений и противопоказаний для использования напитка фараонов на здоровых орхидеях нет. Вы можете делать это хоть каждый день. Напиток фараонов можно использовать как на цветущих, так и на нецветущих орхидеях. Как уже было сказано ранее, напиток из цветов гибискуса укрепит сосудистую систему вашей орхидеи и сделает ее иммунитет крепче. Приятным бонусом будет увеличение количества цветоносов и цветов в разы. Кроме того, применение напитка на основе каркаде позволит продлить цветение ваших орхидей на полгода и дольше. Давайте посмотрим, как это было. На этих кадрах за окном зима, морковный пирог в самом начале распуска, а клубничный пирог в полном распуске, в первом полном распуске. Напиток фараонов помог морковному пирогу в своем втором домашнем цветении не только вырастить огромный цветонос, но и пробудить несколько меристем на нем. Таким образом сформировалась целая охапка огненно-рыжих цветов. Расскажу немного о размере цветка этого яркого фаленопсиса. Цветок у этого сорта среднего размера, около 9 см. Структура лепестков тоже средняя, не очень тонкая, но и не слишком плотная, не восковая. У сорта очень красивая и контрастная губа с неоновым отливом. Сорт не отличается каким-то специфическим ароматом и не пахнет на всю комнату. Как показала практика, морковный пирог точно так же, как клубничный пирог, способен к доращиванию бутонов на цветоносах. Посмотрите, та же самая бабушка в чепчике, но только уже в начале лета. К тому моменту фаленопсис клубничный пирог цвел полгода, продолжая доращивать бутоны, будучи в полном распуске. А я поддерживала это цветение, регулярно применяя напиток фараонов на основе чая каркаде. Как нельзя применять напиток каркаде на орхидеях, чего делать я не рекомендую. Нельзя поливать орхидеи настоем каркаде. Все дело в том, что красящие вещества чая каркаде окрасят губчатый слой корней фаленопсиса, виламен, и приведут его в негодность. Кому нужны красные нездорового цвета корни фаленопсиса? И если бы только нездорового цвета, а еще и нефункциональные. Поэтому, применяя природные средства ухода за орхидеями, всегда обращайтесь к первоисточнику, каналу «Классика орхидейного жанра». А тем временем на ваших экранах разгар лета 2023 года и цветение 2 пирогов, которые пара в пышном и великолепном цветении. Оба пирога дорастили еще по нескольку бутонов на каждом цветоносе и ответвлении к ним. И в конечном итоге
оба процвели до начала осени 2023 года. Все это великолепие, которое вы сейчас видите на своих экранах, достигнуто без применения химии и каких-либо химически синтезированных препаратов, только натуральные, только природные и экологически чистые составляющие. Эти средства доступны каждому, где бы вы ни жили, в любой стране мира и на любом континенте. Каждый сможет найти средства для себя в плейлисте «Целебные снадобья для орхидей». Нужно ли делать перерыв в использовании напитка фараонов для орхидей? Я сделала небольшой отдых в период между цветениями орхидей, ведь обе эти орхидеи сейчас готовятся к новому периоду цветения. Цветение из зимы в лето и наоборот – цветение нон-стоп с напитком фараонов для орхидей. И если вы тоже хотите круглогодично пышного цветения своим орхидеям, не забудьте присоединиться к каналу «Классика орхидейного жанра», нажав на кнопку «Подписаться». А я буду бесконечно благодарна вам за каждый пальчик вверх и комментарий под видео для продвижения видео алгоритмами YouTube. А если вы после выхода прежнего видео по заданной теме уже использовали напиток фараонов на ваших орхидеях, обязательно напишите о своих результатах в комментариях и возвращайтесь на канал, помня, что впереди у нас очень много интересного. А как вы считаете, 2 пирога пара или не пара? Напишите об этом в комментариях, и мне, и пирогам будет очень приятно.